Городок Скопин, Рязанская область. Тихий провинциальный городок, где все друг друга знают. Здесь жил Виктор Мохов, лучший слесарь завода, ударник труда, бывший комсомолец. Соседи видели в нем скромного, тихого человека, который заботился о престарелой матери. Никто и подумать не мог, что под аккуратным гаражом на его участке, на глубине 6 метров, скрывается бетонный ад. Ад, который он строил 2 года и в котором держал в рабстве 2 девочек на протяжении 3 лет, 7 месяцев и 4 дней. История Мохова – это не хроника извращенного преступления. Это история о том, как образцовый советский человек за фасадом благополучия скрывал чудовище, одержимое жаждой абсолютной власти. Его биография была как у всех. Родился в 1950 году, отслужил в армии, выучился на слесаря. На заводе его уважали, он был виртуозом в своем деле, его отправляли на профессиональные соревнования, откуда он всегда возвращался с грамотами. Но личная жизнь не складывалась. Властная мать, Алиса Валентиновна, отпугивала от него всех женщин. После короткого неудачного брака он навсегда остался жить с матерью, одинокий и закомплексованный. Переломный момент наступил в 1997 году. В 47 лет Мохов прочитал в газете о вятском маньяке Александре Камине, который держал жертв в подземном бункере. Эта идея стала для него откровением. Он нашел решение своей больной мечты – обрести идеальную жену, которая будет полностью принадлежать только ему, беспрекословно подчиняться и никогда не уйдет. Под предлогом постройки погреба для консервации он начал копать. 2 года кропотливого труда, и под гаражом был готов настоящий подземный бункер. 6 метров вглубь земли, бетонные стены, 2 бронированные двери. Внутри двухъярусная кровать, электроплита, вентиляция, туалет, ведро, раковина, тазик. Это была тюремная камера, которую он называл своим семейным гнездышком. Первой жертвой стала 13-летняя Лена Малахова, которую он смог удерживать 2 недели. Ей чудом удалось сбежать, но в милицию она не пошла, стыд и страх оказались сильнее. Эта безнаказанность развязала Мохову руки. 30 сентября 2000 года он совершил свое главное преступление. Его сообщница, Елена Бадукина, которую все принимали за мужчину из-за внешности и голоса, помогла ему заманить в машину 2 подруг, 17-летнюю Лену Самохину и 14-летнюю Катю Мартынову. Девушки возвращались с церковного праздника «Вера, надежда, любовь». Ирония судьбы была чудовищной. Под предлогом выпить за праздник их напоили снотворным. Очнулись они уже в бетонной яме. Началась жизнь в аду. Мохов был их богом, тюремщиком и мучителем в одном лице. За малейшее неповиновение следовало наказание, избиение резиновым шлангом, слезоточивый газ, лишение еды и света. За послушание – подарки, краски, книги, магнитофон. Иногда он выводил их на прогулку в цепях, как собак. Девушки жили в постоянном страхе, что он перекроет вентиляцию и они задохнутся. Самое страшное произошло, когда Лена забеременела. Мохов отказался везти ее в больницу. Вместо этого он принес в бункер учебник для акушерок и приказал 14-летней Кате принимать роды. «Вы справитесь, там нет ничего сложного», — сказал он. Катя, не понимая медицинских терминов, перерезала пуповину тупыми ножницами. Чудом и мать, и ребенок остались живы. Всего у Лены родилось 2 детей. Мохов забирал младенцев и подкидывал их в подъезды многоквартирных домов. Он хвастался, что у него есть сыновья, и даже выражал желание участвовать в их воспитании. В 2004 году ему стало мало 2 жен. Он решил похитить 3-ю, студентку-медика Алену, которая снимала у него комнату. Это стало его роковой ошибкой. Катя, которой на тот момент было уже 18 лет, увидела шанс на спасение. Она пошла на невероятный риск, пообещав Мохову помочь усыпить новую жертву. Во время встречи с Аленой она сумела незаметно предупредить ее, а потом подбросила в ее вещи записку. «Виктор мне не дядя. Он держит нас в подвале с сентября 2000 года. Он может убить нас и тебя тоже. Отнеси эту записку в милицию». Алена нашла записку лишь через месяц. Она сразу же пошла в милицию. Первый обыск ничего не дал, бункер был слишком хорошо скрыт. Но следователи, повидавшие всякое, почувствовали неладное. Они надавили на Мохова, пригрозив снести его дом бульдозером. И он сломался.
4 мая 2004 года он привел оперативников к потайному люку в гараже. То, что они увидели внутри, шокировало бывалых сыщиков. В сырой, тесной камере сидели две обезумевшие от страха девушки. Лена была на последнем месяце беременности. На свободе от пережитого ужаса у нее случился выкидыш. Суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Его сообщница Бадукина получила 5,5 лет. Психиатрическая экспертиза признала Мохова вменяемым. В 2021 году он вышел на свободу и мгновенно стал медиаперсоной. В интервью он не проявлял ни капли раскаяния, вел себя нагло и цинично. Хвастался, что это он купил Лене словарь английского языка, и благодаря ему она стала учителем. Собирался купить себе куклу для утех. Заработал на своих откровениях более 2 миллионов рублей. Его ненадолго арестовывали за мелкие правонарушения, но настоящего возмездия так и не было. Осенью 2022 года он снова сел на 5 месяцев за сокрытие убийства, которое произошло в его доме. Эта история не имеет морали. Она о том, что самое страшное зло часто имеет самое обычное, банальное лицо. Лицо лучшего слесаря завода, ударника труда и примерного сына. И этот человек, построивший ад у себя во дворе, до сих пор живет в том самом доме в Скопине. И спит в той самой комнате, под которой когда-то располагалось его семейное гнездышко.